Всем привет, друзья! Что делать, если не работает стартер? То есть при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Первонаперво начинаем с проверки контактов. Проверяем контакты на аккумуляторе. Проверяем все массы. Второе. Если втягивающее реле не щелкает, проверяем, приходит ли напряжение вот по этому тонкому проводу. По этому проводу приходит напряжение при повороте ключа зажигания. Должен быть слышен щелчок. Если щелчка нет, а напряжение приходит, то скорее всего неисправно втягивающее реле. Еще можно проверить, подав сюда напряжение принудительно. Берем плюс и подаем сюда. У меня есть самодельная кнопка. Я сейчас для проверки подключу кнопку за место провода замка зажигания. Подключаем кнопку вот таким образом. Включаем кнопку. Слышно, втягивающее реле срабатывает, но стартер не вращается. Значит, или неисправны вот эти вот силовые контакты, они не замыкаются, или проблема в самом стартере. И можно проверить напряжение. Если напряжения просадки нет, скорее всего стартер не включается и не берет ток. Значит, втягивающее реле срабатывает, но стартер не запускается. Можно кнопку пока отключить. Она не нужна. Если щелчки есть, но бывает, что вот эти контакты, два силовых контакта, вот приходит плюс, и с этого контакта идет плюс на щетке. Бывает, что внутри втягивающего реле эти контакты не замыкаются. Можно замкнуть принудительно отверткой. Замыкаем принудительно. Небольшие искры, но стартер не работает. Значит, проблема далее. Можно при включении стартера замерить напряжение. Если просадка не сильная, то скорее всего стартер даже, обмотка стартера даже и не включается. Я подключил мультиметр и снова подключил кнопку. Кнопка не обязательно, можно просто плюс подать с аккумулятора на контакт, который приходит тонкий провод. Можно отсюда подать плюс, кому как удобно. Главное подать на него плюс, чтобы втягивающее реле сработало. Включаем втягивающее реле, в общем включаем стартер и смотрим. Видите, просадки напряжения практически нет. Значит, стартер не заклинил. Насчет этого все в порядке. Причина может быть или в щеточном узле, или обрыв обмотки в стартере. Значит, стартер надо снимать и смотреть. Видите, бывает напряжение падает до 10 вольт при вращении стартером. А тут оно не падает. Хотя контакты во втягивающем реле замыкаются. И принудительное перемыкание отверткой, мы подаем напряжение на щетке,
стартер тоже не срабатывает. Вот снял стартер, подключил. Все равно не хочет работать. Так, вскрыл стартер. Уже влага попадала. Щеточный узел и бендикс менял месяца 4 назад. Зимой. Состояние непонятное. Ну что, все подозрения на щеточный узел. Что-то он как-то быстро износился, мне кажется. Или это мне только кажется? Возможно, дело в щетках. Вот я перебрал, очистил от ржавчины. Масса подается вот через эту пластину, а она вся ржавая была. Вот плюсовые щетки. У них тоже здесь как бы конструкция не очень. Вот эти щетки у меня стояли лет 8, наверное. Вот здесь конструкция более надежная. Щетки почистил. Сейчас соберу. Ну и посмотрю, есть результаты или нет. Втягивающее реле работает. Подключаем плюс. Стартер работает. Поменяю щеточный узел, чтобы 100 раз не лазить. Я думаю, все будет работать. Ну что, все-таки поменял я щетки на новые. Вот старый щеточный узел. Вот здесь не было контакта. Вот корпус, который держит щетку. И он берет минус вот с массы. Это вот пластина заржавела. Ее даже видно, что она ржавая. Надо было перед установкой вот это место смазать графитовой смазкой. Тогда меньшая вероятность, что попадет влага. Бывает, влага попадает, и пружины тоже ржавеют и ломаются. Пружинки я тоже смазываю графитовой смазкой. Все, и посадил стартер на герметик. Заднюю крышку, чтобы не попадала влага. Этот щеточный узел оставлю. Если такая же ситуация будет, можно будет снять стартер даже в дороге где-нибудь. Не всегда есть место, где есть люди и кто-нибудь может помочь. Бывает, уезжаешь в лес или еще куда-нибудь. Если снимать стартер, может пружинка вылететь или еще что-нибудь. А тут уже из двух можно будет собрать и завести машину. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.